Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Выход шоу Чимина и Чангука «Are You Sure?». 2. Моменты между Чангуком и Чимином, которые ты смотришь только один раз, потому что они заставляют тебя съеживаться, и ты никогда больше не вернешься к этим моментам. 3. Чимин приглашает девушку на свидание. Люди забывают о том, что Чимин очень ясно дал мне понять, что Muse – это концептуальный альбом. 4. Новости о других участниках. Ситуация с Юнги. Какие комментарии о Хосоке оставляют стажеры Хосока? Гуччи объявили Джина глобальным послом бренда. 5. Фанаты защищают отца Чимина. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Я хочу поздравить всех нас с выходом шоу Чимина и Чангука. Обязательно напишите о своих впечатлениях от этих эпизодов. Какой момент вам понравился больше всего, а что вас удивило или шокировало особенно сильно? Чангук делает Чимину массаж головы. Как хорошо, что некоторые привычки у них никогда не меняются. Когда Чангук постирал футболку Чимина, чтобы он мог надеть ее на следующий день. Он такой бойфренд. Мне нравится, как Чангук может перемещаться в пространстве. И обычно ближе к Чимину. Официальная страница Samsung прокомментировала тизер. Вы уверены? В Инстаграме «Короли Кей-поп». Когда Чангук попросил водителя выключить кондиционер, потому что Чимину было холодно. Ага, Чангук определенно пытался усадить Чимина к себе на колени.
Моменты между Чангуком и Чимином, которые ты смотришь только один раз, потому что они заставляют тебя съеживаться, и ты никогда больше не вернешься к этим моментам. Есть ли моменты Чигу, которые заставляют вас съеживаться? Напишите об этом в комментариях. Сначала я сразу вспоминаю «Арестуйте меня». Я сказала это однажды, и я не знаю, поверил ли мне кто-нибудь, но правда в том, что я посмотрела клип «Арестуйте меня» только один раз. Много лет назад. Клянусь всеми богами наверху. Я столкнулась с ним в первый раз, посмотрела, чтобы понять, о чем момент, съежилась и больше никогда его не смотрела. Когда бы и где бы они это появлялось, я не смотрю. Я либо закрываю экран рукой, либо прокручиваю. Я физически не могу это смотреть. Знаете, когда вы смотрите шоу, и вам нужно сделать паузу, прежде чем продолжить? Да, это оно. С той разницей, что я никогда не могу продолжить. Я никогда не могу просмотреть это видео. Если я поставлю на паузу, я больше не буду его смотреть. Это проблематично, я знаю. Но сколько содрогания и вторичного смущения я испытала, когда впервые посмотрела этот клип. Необъяснимо. Вам нужно почувствовать это на своей коже, прежде чем судить меня, друзья. Тишина после, и участники смотрят, даже Хасок не засмеялся. И вот тогда вы понимаете, что это серьезно. И я сам содрогнулась. Мне не нравятся люди, которые считают все постыдным. Я за то, чтобы жить, но этот клип. На этом, вероятно, заканчивается моя толерантность к содроганию, и это тяжелая пилюля для моего чувствительного сердца. Чангук, прости. В любом случае, у меня есть несколько моментов, когда я как бы говорю, потому что иногда они все еще выглядят так, будто находятся в той фазе огромной влюбленности, когда они действительно наивны или неловки друг с другом. Один из них – тот факт, что Чимин сидел в телефоне до 5 утра, из-за чего и он, и Чангук проснулись поздно, был самым запоминающимся моментом Чангука за всю их поездку в Японию. Это дико. Больно смотреть, но Чангук был так взволнован этим. И реакция Чимина. Напоминание, что это было лицо Чимина, когда Чангук рассказывал о своем самом запоминающемся моменте в Японии. Честно говоря, это были американские горки. Участники пытаются предотвратить трагедию, но Чангук был полон решимости. Даже когда Чангук сказал, что он всегда следит за Чимином, все это было очень неловко, в основном из-за реакции окружающих. И это то, что мне больше всего нравится в этих так называемых мгновениях. Независимо от того, начинают ли их Чимин или Чангук, они оба выглядят гордыми в этот момент, как и должны. Они не отступают. Они такие милые и непосредственные. Напоминаю, что это было лицо Чимина, когда Чангук рассказывал о своем самом запоминающемся моменте в Японии. Участники выдают их больше всего, но почему они всегда так очевидны? Чимин и Чангук – такие романтики. Оба черпают вдохновение в Ромео и Джульетте, любят романтические фильмы, такие как «Титаник» и «Дневник памяти». И даже в шоу мы увидели их вместе во всей их романтической натуре. Чимин такой милый и смотрит прямо на Чангука, чтобы убедиться, что он улыбается.
Это такой прекрасный момент, Чимин в объятиях Чангука, идеально. Чимин инстинктивно поворачивается, чтобы посмотреть на Чангука каждый раз, когда он смеется. Именно эти мелочи говорят о них больше всего. Чимин объяснял смысл песни, но люди уже уцепились за то, что он якобы хотел пригласить девушку на свидание. София – женщина. Он поет с ней, они своего рода дуэт. Концепция песни заключается в том, что они флиртуют друг с другом и хотят танцевать. Но люди уже начали писать, что это можно считать доказательством того, что Чимин любит девушек и явно не встречается с Чангуком. Эти люди, вероятно, думают только о том, как опровергнуть отношения между Чимином и Чангуком. В Минимоне Чимин очень ясно дал мне понять, что Мьюз – это концептуальный альбом. Его опыт влюбленности на этом альбоме не соответствует его собственному опыту, или он не хочет, чтобы мы так думали. И вы можете сказать, что я ищу оправдания, потому что мне нравятся Чимин и Чангук, сколько угодно, но я воспринимаю это с художественной точки зрения. Чимин, объясняющий свой процесс разработки посланий песен, был похож на то, как Чангук выбирал песни для Golden. Любовь – это универсальная эмоция, давайте споем об этом. Чимин использовал любовь как метафору здесь. Если вы не можете понять идею о том, что искусство преобразует человеческий опыт, то мне жаль. Я бы сказала, что, вероятно, 75% музыки, написанной в наши дни, больше не является напрямую автобиографической. Даже когда вы пишете о себе, вы искажаете вещи, которые могли бы звучать лучше, написанные по-другому. Мне трудно связать каждое слово, написанное артистом, с его личной жизнью. Некоторые артисты очень ясно говорят об этом, как Чимин в Face и сольной работы Юнги, но в других случаях все не так однозначно. Что касается использования «она», то ни в коем случае Чимин не мог бы использовать местоимение «он» в песне, если он действительно квир. Я верю, что он такой, и даже тогда его пение о девушке не стирает его квирность. Но его статус и культура очень мешают ему ссылаться на кого-либо еще. Ну, серьезно проснитесь. И мне смешно, что никто не говорит о том, что в остальных песнях альбома не используются местоимения. Все сразу же сосредоточились на главной песне. Плюс Чимин очень смутился в тех клипах, говоря о романтической теме альбома, и мне кажется, что он либо не хочет связывать себя с этим, либо чувствует себя некомфортно из-за этого повествования. Что-то не так в том, как он себя ведет. Наконец, я скажу, что Who, будучи финальной песней, оставляет нас с мыслью о том, что этот человек, независимо от того, Чимин это или нет, не нашел настоящую любовь. Они искали и мечтали, но ничего не пришло к ним. Даже если вы хотите связать это с Чимином, он говорит это о Who. Он сказал похожую вещь в музыке Минимоне об использовании Who в конце, чтобы передать, что он в конечном итоге остается с чувством пустоты, задаваясь вопросом, когда он снова будет радоваться жизни. Все предыдущие треки, которые чувствовали себя оптимистичными, счастливыми и полными любви, заканчиваются Who, песней без окончательного подтверждения того, что этот человек нашел любовь. Мне уже трудно определить реальность отношений Джикук, я не люблю слепо убеждать себя в их реальности. Тем не менее, я нахожу, что многие мысли Чимина о Мьюз выходят за рамки романтических переживаний Чимина.
Мьюз не о нем самом напрямую. Чангук терялся в Чимине, но потом вспомнил о камерах. Глаза-сердечки, которые он дарит Чимину. То, как Чимин посмотрел на персонал, немного поколебался и все же отдал еду Чангуку. Он сказал, что мой парень на первом месте. 맛있다. 자, 정아. 저기 평가하실 거면 이거 드십시오. 네. Чангук однажды сказал, что его идеальное свидание – это прогулка по ночному пляжу после того, как он найдет кого-то, кого полюбит и с кем захочет быть навсегда. Позже он рекомендовал «Euphoria» в качестве песни для просмотра The Blue Ocean, потому что она отлично подходит к волнам океана. Он такой романтичный. Подборка того, как Чангук флиртует с Чимином, как самое нежное масло, каким он только может быть. Статья на Naver. Репортер Чон Юн Джу написал: Юнги находится под следствием после падения во время катания на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. 7 августа полицейский участок Йенсон в Сеуле объявил о том, что они расследуют дело по обвинению Юнги в нарушении закона о дорожном движении, вождение в нетрезвом виде. По данным полиции, Юнги был обнаружен накануне в районе Йенсон-ГУ после падения во время катания на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Когда находившийся поблизости полицейский подошел, чтобы помочь Юнги, от него пахло алкоголем, и его доставили в ближайший полицейский участок. Чимин сказал: «Я собираюсь сесть здесь». Чангук ответил: «Конечно же, я присяду рядом». Я знаю лишь то, что Чангук перестал облизывать ухо Чимина для того, чтобы ответить на «я люблю тебя» от своего парня еще одним «я люблю тебя». В противном случае сосание ушей в Роуз-Боул продолжалось бы дольше. Привет, это Big Hit. Мы приносим извинения за несчастный случай с участником BTS Юнги на электросамокате.
Ночью 6 числа, во вторник, возвращаясь домой пьяным, Юнги в шлеме использовала электросамокат. Проехав около 500 метров, он упал при парковке, и в результате проверки на алкотестере, проведенной находящимся рядом полицейским, его оштрафовали и лишили прав. В результате инцидента не было человеческих жертв или нанесен материальный ущерб. Юнги вернулся домой после того, как был передан полиции. Приносим извинения за то, что разочаровали многих людей неподобающим поведением артиста. Как социальный работник, Юнги будет подвергнут соответствующим мерам на своем рабочем месте за действия, вызвавшие социальные противоречия. Мы будем более осторожны, чтобы не допустить подобного в будущем. Спасибо. То, как Чангук следует за Чимином. То, как Чимин скользнул в объятия Чангука. Самые милые объятия Чимина и Чангука на свете, а они даже не были в одной команде. Когда Чангук перестал танцевать, чтобы посмотреть на Чимина. Юнги пришел на Виверс. Привет, это Юнги. Мне очень жаль, и я предстаю перед вами с грузом на сердце из-за разочаровывающего инцидента. Вчера вечером, выпив на ужине, я возвращался домой на электросамокате. Учитывая, что расстояние было маленьким, я не подумал о том, что в нетрезвом состоянии нельзя пользоваться электросамокатом, тем самым нарушил правила дорожного движения. Припарковав скутер возле своего дома, я упал, а когда ко мне подошел полицейский, он провел проверку на алкотестере, в результате которой меня лишили прав и наложили штраф. Никто из людей не пострадал, и никакие близлежащие объекты не были повреждены. Но я приношу свои глубочайшие извинения, поскольку вся ответственность лежит на мне, без каких-либо оправданий. Я приношу извинения всем, кого задело мое неосторожное и неправильное поведение, и обещаю быть более осторожным в будущем, чтобы подобное не повторилось. Чангук хочет съесть тост Чимина, но замечает, что сверху ничего нет, и ругает его за это и пиковое поведение парня. Когда Чангук пытается говорить, но его перебивают другие участники, Чимин гладит его по голове, успокаивая, и оба улыбаются. Представитель военной службы заявил: на уровне военного руководства Мин Юнги не предупреждается, поскольку этот инцидент произошел не в рабочее время. И поэтому для него нет никаких проблем, связанных с социальным обслуживанием, и нет никаких влияния на его работу, как у него нет социального работника. Ребят, давайте сразу определимся. Я не оправдываю Юнги, но он моментально понес юридическое наказание, буквально моментально, сразу же извинился, все в подробностях сам рассказал, никто и ничего не пострадало. С каждым в жизни бывают случаи до такого, казалось бы, нелепые. Многие выпивают,
Многие совершают не очень обдуманные вещи, многие получают первый в своей жизни штраф. Надеюсь, что Юнги знает, что он в любом случае прав, что смог найти силы написать этот пост, а поддержка от нас вся на его стороне, что касается этого штрафа. Парковать рядом с домом, рядом с которым уже бдит дядя полицейский в этот момент, это буквально wrong place и wrong person в один момент. Тот факт, что Чангук налил 3 стакана, зная, что Чимин пить не будет. Вопрос, кто, скорее всего, опоздает на репетицию? Чимин. Нет, нет, нет. Участники смотрят на таблички с именем Чимин, но когда я смотрю на Чангука, он просто улыбается и продолжает смотреть снова и снова, хотя табличек было не так много. Он не ответил, хотя и знал, кем был этот человек. Издание DAPT сообщает, что Gucci объявили Джина глобальным послом бренда. Бренд был основан в 1921 году Gucci во Флоренции. Под руководством Альдо Gucci стал всемирно известным брендом, иконой итальянского периода Dolce Vita. После семейных расприй в 1980-х годах семья Gucci была полностью вытеснена из капитала компании к 1993 году. После этого кризиса бренд был возрожден, и в 1999 году Gucci стал дочерней компанией французского конгломерата PR, который позже переименовал себя в Kering. В 2023 году Gucci управлял 538 магазинами с 711 сотрудниками и имел объем продаж в 9 миллиардов евро. Жан-Франсуа Палюс является генеральным директором Gucci с июля 2023 года. Обожаю наблюдать, как Чимин смотрит на своего Чангука и внимательно, постоянно восхищаясь, с легкой улыбкой, отвлекаясь от реальности. Фанаты защищают отца Чимина после негативной реакции на выпуск мерча с Millennial. Магнат Кэйфи находится в ведении отца Чимина Пак Хён Су. Недавно была представлена линейка продуктов с Millennial от Магнат. Армии оставили тысячи комментариев к постам кафе с просьбой продать мерч через онлайн-сайт. Мерч создан отцом Чимина на основе иеро-татуировок и года рождения. Пользователи сети выразили свое недовольство и назвали его дорогим. Армии пришли защищать Чимина и его отца в Твиттере и заявили, что другие завидуют их успеху. Потому что папа Чимина самый успешный, он даже открыл еще один магазин в Японии. Плюс он планировал поставки по всему миру, вот почему они ему завидуют. Отец Чимина, любящий своего сына и благодарный всем, кто отвечает взаимностью на любовь Чимина, жертвует деньги и уделяет внимание фанатам. У Millennial есть доставка по всему миру, так что вы можете заказать из любой точки мира. Зачем отдавать свои деньги хайп, когда я могу отдать их отцу Чимина? Человек, утверждающий, что были стажерами Хосока, оставляет комментарии на YouTube под его недавними видео с выпускной церемонии. В конце моей первой недели тренировок Капрал заметил, как я ухожу, не застегнув рукава плаща. Затем он сам привел в порядок мою форму и поправил рукав. Мне понравилось. Я был стажером во взводе под руководством инструктора по подготовке Чон Хосока. Он был таким добрым,